Катя Загороднюк. Как с точки зрения эзотерики объяснить, почему женщины, слабый пол, живут дольше мужчин? Это все объясняется с легкостью. Дело в том, что женщина устроена по принципу накопления, собирания и сохранения. Мужчина же живет по принципу добивания, реализации, движения. Таким образом, если рассмотреть в большинстве своем женщин, то можно сказать, что в большинстве своем женщины, они живут и хотят жить без конца более пассивно, чем мужчины. Мужчинам свойствен бег, мужчинам свойственны физические упражнения, мужчинам это свойственно. Женщинам это не свойственно. Именно поэтому очень часто, когда женщины начинают очень долго и чрезвычайно активно заниматься спортом, то у них начинает выделяться тестостерон, и они становятся похожими на мужчин. Кстати, замечали? А вот для мужчин энергия, которую они выделяют, она достаточно активная. Также женщиной управляет 3 гормона. Это гормон прогестерон, эстрадиол и пролактин. И тестостерон. Именно эти половые гормоны, которые выделяются, кроме пролактина, который выделяется мозгом и влияет на железы грудные у женщин. Фактически нет ни эстрадиола, ни прогестерона у мужчины практически не выделяется. И пролактин в большинстве своем выделяется, но уже при редких каких-то заболеваниях. Тестостерон — основной гормон у мужчины. И тестостерон, он выделяется только в случае, если мужчина рано встает, в случае, если мужчина ведет активный образ жизни, в случае, если у мужчины стабильные интимные отношения, в случае, если мужчина молод, если он ест мясную пищу, так как только из белка животного происхождения в большинстве своем формируются гормоны половые и гормоны надпочечников у мужчин. Особенно тестостерон. Именно поэтому для мужчины, как ни странно, очень важно кушать мясную пищу. Не зря говорят, что же он за мужик, если мясо не ест. Для женщины это не нужно. У женщины могут формироваться эти гормоны независимо от ее возраста. Причем после возраста постклиматического, или правильно говорить постклимактерического, у женщины могут возникать всплески гормонов и могут, допустим, к возрасту, допустим, у женщины в 50 лет произошел климактерический период, закончились вот эти ощущения плохие, после чего она начинает жить. Первые 1, 2, 5 лет она может чуть-чуть выглядеть хуже, стареть. А после чего, в случае, если она ведет пассивный образ жизни, спокойный образ жизни, кушает достаточно хорошо, много отдыхает, то у нее происходит расцветание. Не зря говорят, что в 50 баба-ягодка опять. А у мужчин такого нет. Дело в том, что мужчине для молодости нужна физическая активность, а женщины нет. Для нее, для молодости нужно наоборот отдых, растяжка, очень теплые отношения, тепло, интимные отношения, стабильность у детей, стабильность в жизни. Это делает ее молодой. Естественно, если женщину поставить в условия, при котором она ишачит с утра до ночи, колья забивает веслами, или колья забивает, или веслами гребет, либо у нее работа нервная, либо она постоянно орет и переживает за кого-то, то будет она стареть быстро. Особенность старения женщины заключается в том, что у нее данные гормоны, они могут выделяться до самого преклонного возраста. И эстрадиол, и прогестерон. У мужчин нет. Мужчин тестостерон выделяется только до 62-63 лет, после чего это, к сожалению, исчезает. Как, впрочем, исчезает и усваиваемость азота, и за счет этого мышцы становятся дряблыми. У женщин этого не происходит, так как даже усвоение азота происходит с учетом, переключаются одни модели усвоения азота на другие модели усвоения азота, и так далее. То есть переходит на внутренний цикл Кребса и формируется по-другому даже расщепление молочной кислоты пируват киназой ТУМР М4. Всегда говорил и хочу еще раз сказать.
Женщина не может выйти замуж, я всегда говорил. Кстати, несколько слов об этом. Очень часто женщины говорят: Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж. Андрей Андреевич, что мне делать, я не могу выйти замуж. Существует два принципа. Первый принцип: женщины, не думайте о том, что вам нужно выйти замуж. Почему? Мир устроен по принципу противоположностей. Первая противоположность звучит так: если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно поэтому это является вот такой дилеммой. Женщине, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем. Танцуйте, пойте, вяжите. А в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека как элемент, с которым можно лечь в постель. И пусть это для вас стоит как бы на первом месте. Но при этом не нужно ложиться в постель им с первый день. Но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель. Если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет. Он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо. Он начнет вас рассматривать как будущую свою женщину. Вот хотите верьте, хотите нет, слышите меня и делайте, как я вам говорю. Это откроет вам глаза на многие. Скажите, пожалуйста, на работе металлическое оборудование бьет меня статическим электричеством, иногда слабо, иногда сильно, до красных пятен на коже. Другие люди этого не чувствуют. Это вопрос эзотерический или медицинский. Почему так? Это говорит о том, что вы страдаете неправильным метаболизмом кальция в организме. Вся проблема человека заключается в том, что кальций может накапливаться. Такой кальций, который накапливается в крови как электролит, может быть синдромом гипертензии. То есть вы можете просто иметь высокое давление. Людей, у которых есть высокое давление, чаще будет бить током, чем у людей, у которых невысокое давление. Именно поэтому в случае, если у человека высокое содержание кальция в крови, то это может приводить к тому, что к нему приклеиваются предметы, там еще что-то. Если низкое содержание, там может быть хлоридов, карбонатов каких-либо, каких-то минералов, токопроводящих, но обычно это кальций. В случае, если у вас много кальция в крови, это говорит о том, что вы болеете гипертензией или гипертоническим заболеванием сердца, и вам необходимо обратить на это внимание. Глюкоза может увеличивать электролит в крови, но обычно это кальций. То есть необходимо обратить внимание на щитовидную и паращитовидную железу, возможно проверить кости на наличие остеопороза. Кальций увеличивается обычно в том случае, если нарушается метаболизм паращитовидной железы. Также это может быть синдромом, который указывает на развивающиеся заболевания, и какое угодно можно сказать, допустим, остеопороз или даже полиомиелит. Далее. Слов «почему я беден» или слова «почему я беден», которые часто произносят люди в своей жизни, нужно заменить на слова «зачем мне деньги?». Если слово «зачем» связано с духовными мотивами, то есть это звучит так: мне деньги нужны, мне деньги необходимы для того, чтобы сделать жизнь моих близких лучше. Мне деньги нужны для того, чтобы я мог быть всегда здоровым. Мне деньги нужны для того, чтобы жениться, чтобы замуж выйти, чтобы получить образование, чтобы родителям помочь. Если для этого нужны деньги, тогда они будут появляться в вашей жизни. Если деньги нужны для того, чтобы забухать, загулять, если деньги нужны для того, чтобы все вам завидовали, если деньги, о которых вы мечтаете, фактически или гипотетически, могут привести к тому, что пройдет разрушение каких-либо людей, если не будет за счет этого созидания,
то тогда вы, скорее всего, деньги не получите. Поэтому, почему у меня нет денег, скажите себе, зачем они мне нужны. Если ваши мотивы, они созидательны, если это мотивы приумножения рода, если это мотивы найти мужа или жену, если это мотивы жить в любви, если это мотивы духовного плана, помочь родным, если это духовные мотивы, если это мотивы, которые сделают вас добрее, теплее, счастливее, радостнее, тогда такие мотивы, они могут помочь человеку стать богатым. Если мотивы разрушительные, там, я отомщу, я заберу, я всем докажу, пусть все завидуют, то такие разрушительные мотивы обязательно приведут вас к бедности. Не могу заставить себя заниматься уже месяц. Так все перепуталось в голове. Все оставила, и мне так было хорошо и спокойно. Не начинайте. Я веру не потеряла, что наработала, работает. Но одна мысль периодически приходит. Начинать заниматься, теряю время. Послушайте, никто не теряет время. Дело в том, что человек думает, что он может что-то накопить или может что-то изменить. Вы на самом деле не накапливаете, а трансформируете. Поэтому, когда вы занимаетесь, у вас происходит трансформация. И, видимо, эта трансформация, любая трансформация, она связана с реабилитацией. Именно поэтому, когда человек позанимался, ему не хочется, то он не должен заниматься, он должен сделать перерыв, чтобы произошла реабилитация жизни, чтобы произошло изменение человека, чтобы это не было физиологически откровенно тяжелым состоянием. Именно поэтому я противник активных таких занятий, когда люди по 10 часов занимаются. Зачем? Так происходит угнетение и нервной деятельности, и очень много событий вокруг появляется. Не нужно этого делать. Позанимались месяц-два, месяц-два сделайте перерыв. Там, когда вновь появится внутреннее желание, вновь продолжайте. Это не должно быть вашей жизнью. Жизнь — это радость. И наша основная медитация нашей школы — это получение от жизни удовольствия, удовлетворения и чувствования того, что Бог нас любит и желает создавать как можно больше для нас доброты или проявленной доброты. Людмила Дубовая, скажите, пожалуйста, как правильно читать коды на детей из семинара «Эзотерика для детей»? Ежедневно или несколько раз в неделю? Можно несколько раз в неделю, можно в пятницу. Прошла вторую обновленную, появился новый хороший доход. Супер. Но всего 4 месяца. Все лето не было сил делать практики. Уже ответил. Где-то пустил ошибку. Ответил. Мария Маликова. Каждую ночь просыпаюсь 3 ночи. Потом долго не могу заснуть. И жутковатость внутри себя. Это вопрос ближе по здоровью или по эзотерике. Этот вопрос говорит о том, что у вас происходит влияние на поджелудочную железу. Мой совет: на протяжении дня пейте чай из имбиря, а перед самым сном пейте чай из валерьяны. Если вы это будете делать, ваш сон восстановится, и вы не будете просыпаться в 3 часа ночи. Подскажите подробнее о четках победителю, почему в этих четках 101 бусина. Это ошибка. Это ошибка. Те люди, которые занимаются изготовлением этих четок, они обычно не связаны с религией. Это обычные люди из Индии, и они могут сделать там 101 бусину, 108, 50. Почему? Они не знают просто. Они делают их по размеру, чтобы они были небольшими, и делают вот такое количество. Вообще это не принципиально, 101 или 51. Почему их 108 обычно четок? Круг малый называется, потому что считается, что если умножить 12 месяцев в году на 9 планет влияния на человека, то получится цифра 108. Это 108 совпадений в жизни, которые должны произойти для того, чтобы изменить жизнь человеку. Таким образом, прочитав мантру 108 раз, вы влияете на элементы совпадений, влияя на каждый из планет влияния на вашу жизнь и влияние на ваши знаки зодиака или ваши эти дома астральные, астрологические вернее. Далее, все-таки по поводу колец, я обычно говорю, что если у человека все не везет, если у человека не получается там зарабатывать, не везет с женихами, не получается еще что-то делать, то он должен одеть на указательный палец левой или правой руки металлическое кольцо. В случае, если у человека есть заболевания неизлечимые, пилонефрит, там заболевания почек и так далее, или там человек чувствует влияние негативное, то он должен одеть кольца металлические из железа на мизинчике. Скоро у нас
нас на нашем сайте kailas-market будет, вернее kailas.market, будут вот эти металлические колечки выложены. Может ли у ребенка 11 лет быть анемия из-за того, что его мачеха провела какие-то нехорошие ритуалы по отношению к нему? Никогда. Ритуалы на детей не воздействуют. Мама может воздействовать, она могла ругаться, могла наказать, могла сказать, теперь ребенок переживает. Вообще я могу сказать, что у вас какое-то противоборство по отношению к этому ребенку. Я хочу вас научить. Дети болеют из-за того, что мамы или какие-либо тети плохо говорят на папу или еще на кого-либо. Наши дети, они болеют в случае, если мама критикует кого-то, ненавидит кого-то, сплетничает о ком-то. Дети являются тем, кто несут ответственность за поступки родителей. Именно поэтому рот на замок. Именно поэтому, если ваш ребенок для вас дорог, старайтесь проявлять к этому ребенку заботу, гладьте его, говорите ему хорошие слова, восхищайтесь, целуйте, обнимайте, держите его за ручки, говорите, что я хочу быть к тебе ближе, и ты для меня дорогой, мне очень нравится, что ты есть в моей жизни, я для тебя стараюсь, но не в упрек, и я всегда буду тебе помогать. Вот признайтесь в любви этому ребенку, пусть он знает, что у него есть плечо, на которое можно опереться. Поменьше претензий. Женщина сегодня писала: Андрей Андреевич, скажите мне, Андрей Андреевич, как же мне выйти замуж? Как же мне выйти замуж? Эта тема, конечно, она такая актуальная. Люди так ей, так очень сильно этой теме уделяют огромное количество внимания и так далее. А если вот так разобраться, как бы, помните, я говорил, что на первой ступени когда-то, что если человек, допустим, в своей жизни пытается разобраться в чем-то, то он должен не усложнять, а упрощать. Помните, я говорил, даже мантра есть, которая помогает человеку развить понятие яснознания. Гаты-гаты, парагаты, парасам, гаты, бодисоха. То есть человек, читая эту мантру, у него мир упрощается и становится совершенно простым. Так вот, для того, чтобы выйти замуж, нужно понять, зачем мужчине женщина. Скажите мне, зачем мужчине женщина? Я могу вам сказать, мужчине женщина нужна прежде всего для того, чтобы с ней заниматься сексом. Конец. Мужчина видит в женщине каждый объект сексуальных утех. Кто бы что-то другое не говорил, знайте, каждый мужчина хочет секса с женщиной, и он ищет женщину ради секса. Да, все эти красивые слова о том, что там для души, для еще чего-то, это все не так. Мужчина прежде всего рассматривает эту женщину как объект того человека, с которым он будет раз в неделю, каждый день, раз в месяц, 3 раза за ночь, 1 раз в 4 года и так далее, каждый по своим потребностям иметь интимную близость. Это то, ради чего мужчина ищет женщину. Ищет ее такую, чтобы она нравилась ему внешне, чтобы она нравилась ему в постели. На все остальное он даже готов закрыть глаза. А зачем женщина ищет мужчину? И здесь начинается. Я ищу мужчину, чтобы он был там тепло ко мне относился, чтобы было там хорошо и так далее. Так вот, в тот момент, когда женщина создает флюиды эзотерические, что она хочет замуж и думает об этом, она будет привлекать мужчин, которые хотят секса. И будут такие мужчины писать: я хочу секса, давай с тобой переспим, я там еще что-то и так далее, и так далее. Но дело в том, что здесь есть нюанс. Помните, от переменами слагаемых сумма, к сожалению, не меняется. Именно поэтому женщине для того, чтобы выйти замуж, необходимо только одно качество изменить в своей жизни. Она должна хотеть секса. Вот так. Это банально, потому что если вы будете, женщины, хотеть секса, то тогда они будут хотеть жениться на вас. Капец. И один из самых гарантированных блоков, которые существуют у женщин, это блок нежелания секса. И вот этот блок нежелания секса, и там начинается, с кем попало не пойду, там еще что-то не пойду, это все равно. Здесь главное желание.
Пусть оно будет, не хороните его, потому что это единственное, чем женщина может захватить мужчину. Во всем остальном, поверьте мне, ни ваша красота, ни ваша душа, никого это не интересует. Мужчины слишком плоски. Именно нежелание именно этого очень часто делает женщину одинокой. Все. А та женщина, которая дает, как пела Алла Пугачева, поет. Именно вот эта тема, она и развивает у женщины возможность быть. Я не говорю, что нужно спать, но в случае, если у вас есть это желание, оно должно быть. И, допустим, мужчина там пишет: давай с тобой встретимся, вы пишете: да, мне интересует секс. Но при этом не надо с ним ложиться. Пусть мужчина знает, что вы потенциально ищете мужчину не для женитьбы, а для секса. Вот так измените это отношение и сразу же найдете себе мужа. Я вам говорю это серьезно. Дело в том, что все меняется. Дело в том, что флюиды восприятия меняются. Мужчина смотрит на женщину, и он хочет секса от нее. И он пишет: меня интересует только секс и так далее. Вы пишете: меня интересует только секс с мужчиной, мне больше ничего не интересно. При этом, когда встречаетесь, разговариваете с мужчиной, увидите, он не будет хотеть секса. Он будет хотеть отношений. Потому что вы будете говорить: о, ты нормальный, о, ты красивый, о, ты ухоженный, мне нравятся мужчины ухоженные и так далее. И он будет знать, что вы расцениваете его как сексуальный притягательный компонент. При этом его психика будет изменяться. Оказывается, женщины, которые вот таким образом меняют, они меняют мужчин. И здесь... Вы знаете, что мужчины, которые хотят секса, ни с кем не могут переспать, потому что все женщины, которых они встречают, хотят замуж. И все получается так: он встречается с женщиной, от которой хочет секса, и говорит ей там: ты мне нравишься, давай переспим, бла-бла-бла-бла-бла. А она начинает говорить: ой, ты понимаешь, мне нужно, и начинается: мне нужно, чтобы он там содержал, мне нужно еще что-то, нужно еще что-то. А когда вы будете встречаться с мужчиной и будете говорить: мне нужен от мужчины интимные отношения, хочу родить ребенка, и после этого будете с мужчиной встречаться, он будет думать: надо же, а я хотел бы, чтобы эта женщина там была рядом со мной, она будет гладить мне рубашки, и вот она сможет быть доброй, я рядом с ней буду тоже вот такой вот и так далее. То есть видите, как все меняется. То есть мужчина, который рядом с женщиной, которая говорит все время там: такой мужчина, такой мужчина, такой, он будет говорить: секса, секса, секса. А если женщина будет говорить: да, я хочу только переспать с тобой там и так далее, и мне необходимо интимное отношение, выбираю себе нормального партнера, то он будет на нее смотреть и будет думать: вот я бы хотел, чтобы такая женщина была рядом со мной. У него меняется мировоззрение. Хотите в это верить, хотите не верить. Вся остальная белиберда, которая есть по отношению с мужчиной и женщиной, все абсолютная чепухня. Хотите вы это верить или хотите не верить, все упрощается и все выглядит именно банально вот так. Но вы знаете, говорить об этом вслух не стоит. Почему? Потому что мир так устроен. Он устроен просто вот по нереальным каким-то механизмам таким, усложняя все вот эти вот структуры, усложняя все структуры до невозможности, делая этот мир таким чрезвычайно сложным, где людям очень сложно разобраться. Они начинают придумывать, они начинают что-то делать и наступают, как правило, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли, на одни и те же грабли. У Садгуру спросили: как быть одному, но не быть одиноким? Я не знаю, что он ответил, я, к сожалению, не смотрел, но обещаю пересмотреть. Для того, чтобы не сбивать свою идею, постарался над этим подумать. Не знаю, может быть, вам не понравится то, что я скажу. Но человек не может быть один. Не может быть один. Человек всегда с Богом. Он может быть с Богом. А одиночество — это путь познания Бога. Как там в песне поется: без хлеба в руках, то есть впроголодь, без единой звезды, то есть в одиночестве, без людей, но ради Бога, вечно один, но бесконечно влюблен. Это как раз и говорит о том, как человек может быть не одинокий всегда. Мы не одиноки, если у нас есть вера, если у нас есть любовь, если у нас есть Бог в середине или в душе нашей. Как человек может быть одинок, если у него есть Бог? Не может. Он может с ним общаться, он может рассчитывать на него, ощущать его как своего друга.
Спасибо Борису Борисовичу Гребенщикову, человеку и пароходу, невероятному буддисту и бхагават-гидисту, и гаятристу, и там, так далее, и гитаристу. Великолепный, мудрый человек. Спасибо ему за эту песню. Почему мы ссоримся с близкими? Это задали вопрос тому бородатому человеку. Я тоже не знаю, что он ответил. Хочу вам сказать, почему. Дело в том, что они хотят, чтобы мы к ним относились хорошо. Они хотят нашей любви. Поэтому, когда муж с вытаращенными глазами кричит: хватит, ты курица, не можешь пожрать приготовить, вы не должны обижаться, вы должны знать, он вот в такой извращенной форме хочет тепла. И он соскучился по вам. Да, вот так. И его необходимо погладить. Поэтому говорите: да, мой любимый, да, мой хороший, да, я тебя тоже люблю. После этого, когда он ляжет, сядьте и гладьте ему ногу. И говорите: ты мой зайчик, ты мой хороший. Чего такой нервный? Можете вот так делать. Он орет, и вы: ты мое солнышко, я тебя тоже люблю. Отпускает вообще всех абсолютно. Конечно же, они требуют нашей любви, но мы этого не понимаем. А нужно проявлять эту любовь. Но делать это не в виде посылая любовь, как бы ничего не делая при этом, а проявлять любовь. То есть там ножки помассажировать человеку, посидеть рядом. У нас в Украине есть очень хорошая пословица: «Хіба мати виновата, що дитина дурнувата». То есть ничего страшного, по-русски звучит так: мама же не виновата, что ребенок идиот. То есть когда рядом находится такой человек, воспитание, мораль, тяжелая работа, гормоны, все это накладывает отпечаток. Вспомнил почему-то я сейчас Николая Чернякова. Хочу сказать, что может гормоны еще действуют, или может просто плохая карма. Конечно же, рядом жить с таким человеком сложно, но мы-то добровольно хотели жить с этим человеком. Можно запхнуть свои чувства себе там куда-нибудь и после этого просто погладить. Люди мне не верят обычно, но я могу сказать наверняка, прямо не на 100%, а на 1000% что вот работает это 100%. 1000%. Просто не могут себя пересилить. Почему? Эгоизм, ощущение собственной значимости, ощущение собственного какого-то особенности какой-то и так далее мешает человеку. Легче обидеться, легче быть в контрах, легче там ненавидеть. А теперь вот давайте рассмотрим вот такой вопрос. Смотрите, от чего человек может... Как мы вообще живем? То есть можно сказать, что мы живем следующим образом. Мы просыпаемся, и здесь у нас начинается выбор. Мы можем себе говорить мысленно или вслух слова «мне нравится» и «мне не нравится». То есть «мне нравится» приводит к тому, что чувства накапливаются позитивные, «мне не нравится», что чувства появляются негативные. И вот как происходит. Вот смотрите, люди стремятся к Богу. И человек, который живет и говорит: мне нравится, я там встала, мне нравятся вот те люди, которые рядом со мной, мне нравится там еще что-то. А если человек говорит: а мне не нравится, человек, что не идет к Богу, вот можно у меня спросить. Нет, конечно, он помогает себе сделать жизнь так, чтобы она ему нравилась. Чем он помогает себе? Принимает алкоголь. Когда человек принимает алкоголь, то ему начинает жизнь нравиться. То есть фактически можно сказать, что человек хочет принять алкоголь и хочет принимать наркотики. Для чего? Чтобы ему начала жизнь нравиться. То есть он приходит к тому, что его начинает эта жизнь удовлетворять. У него появляется желание. А вот почему алкоголики пьют? Тут такой вопрос. Сразу же я хочу сказать такой совет или сразу же такой ответ. Вот смотрите, как все устроено. Допустим, я живу и целый день произношу себе: мне нравится там теплая одежда, мне нравится вот эта женщина, мне нравятся мои дети, мне нравится мой дом, мне нравится там еще что-то. После этого мне нравится, как я поел, мне нравится, что я поел, мне нравится, куда я еду, мне нравятся листья, мне нравится солнышко, мне нравится и так далее. То есть фактически я подчеркиваю всего лишь проявляющихся и незаметно мимо меня уплывающих или улетучивающих вместе с прошедшей моей жизнью чувства, которые я до этого не испытывал или упускал, как бы не подмечая их. Но зато, когда человеку начинает что-то не нравиться, то это выглядит так. Смотрите, как это омрачает человека.
не нравится, нам кажется, что больше, чем нравится. Мы зацикливаемся на не нравится. Не нравится это, не нравится это, не нравится женщина, не нравится еда, не нравится порядок. Не нравится, как называют, не нравится, во что я одеваюсь, не нравится, как я выгляжу. Не нравится, не нравится, не нравится. И как же можно сделать так, чтобы начало нравиться? Но от чего человеку может нравиться или нет? Вы знаете, что может нравиться просто наша жизнь, если человек начинает это подчеркивать у себя и говорить, от малого может нравиться, ведь человеческая жизнь это рост от малому к большему. Именно поэтому, когда человек, допустим, добровольно выбирает информацию, которую он выбирает в интернете, которая его может обучать, то он может эту информацию выбирать по принципу ему нравится или не нравится. То есть скажите себе, вот допустим вы смотрите бомжей там каких-то, или смотрите там хейтеров, или смотрите каких-то людей, которые ругаются и так далее. И вы ждете, что дальше возможно что-то начнет происходить дальше, более-менее хорошее. А вам не нравится, вам нужно себе признаться и сказать, мне не нравится, и переключить это. Найдите для себя возможности переключать то, что вам не нравится. Переключать там поющих или говорящих гадости, переключать алкоголиков, переключать идиотов, переключать политиков, которые орут, обвиняют друг друга и не хотят смотреть за пенсионерами. И не хотят делать ничего ни для кого не хотят. Вот старайтесь вот таким образом собирать эту информацию. Старайтесь делать так, чтобы эта информация, которая попадает в вашу жизнь, начала нравиться. Так, первый вопрос. Татьяна Немерченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, об обряде убирания зла. Кому особенно полезно будет в нем участвовать? Что такое зло? Вот смотрите, как у человека устроена его жизнь. Когда человек, допустим, живет, и у него появляется ощущение, не может успокоиться, срывается на ребенка, не может все время на кого-то злиться. Там, женщина живет, все у нее хорошо, муж любит, дети хорошие, на ребенка срывается, на мужа срывается, не может понять, чего хочет в жизни. Или там живете, потом непреодолимо хочется вам то выпить, то загулять, то там кому-то, на кого-то злиться начинаете, беспокойство возникает, тревожные состояния возникают, переживания и так далее. Не везет тотально, дома что-то возгорается, все время режете себе то палец, то ударяетесь пальцем, попадаете в неприятности. Это все называется одним словом зло. Вот это зло, это тот обряд, который я буду проводить. Вот грубо в комплексе все вот эти проявления зла я постараюсь во время этого обряда убрать. Использовать я буду методы, которые связаны с преподношением, то есть будет установлен алтарь, преподношение и призывы духов, и после этого просьба их умилостливиться и так далее. Все, в общем-то, неоднократно я проводил уже, все работает хорошо. Сергей Гончар. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему, когда нахожу работу, не хотят оплачивать в конце месяца? Когда человек начинает работать с другим человеком, он должен знать, что в случае, если он с этим человеком роднится, становится к нему близким и добрым, становится или очень хорошие у него отношения с этим человеком, то есть такой вариант, что этот человек не захочет с ним рассчитываться, потому что друг может подождать, к другу можно относиться несерьезно и так далее. Второе. Когда вы работаете с другим человеком, будьте максимально серьезными. То есть, когда вы максимально серьезны, то не извиняйтесь. То есть, вот смотрите, вы совершили ошибку, не извиняйтесь. Вы как-то не так себя ведете, не извиняйтесь. То есть, делайте так, чтобы не были вы смешны в глазах другого человека. Также обычно рассчитываться хотят с тем человеком, у кого есть заслуженный авторитет. Именно поэтому ставьте преподношение или ставьте позиционирование своего авторитета как специалиста в этой области превыше всего. Я сделал, я смог, мы бы этого не смогли, вот со мной видите, как получается, ну вот я же говорил. То есть старайтесь быть авторитетным в этой области, и тогда с вами будут 100% рассчитываться. Наталья Руд. Как правильно дать? А еще во всем виновато наше обучение. И во всем виноват наш менталитет христиан. Дело в том, что когда человеку-христианину делают больно, то человек-христианин обычно все прощает.
Мы такие люди, мы любим прощать. Поэтому, когда, допустим, сволочь, последняя сволочь, руководитель, политик, кто-то там, губернатор или еще кто-то обижает людей, то эти люди, они прощают. Они говорят, ну и Бог с тобой, ну и ничего страшного, ну как-то проживем. А вы знаете, что вот такое прощение не идентифицирует подлеца, и в его сторону ничего не течет. Ни ненависть, ни долг, ни еще чего-то. Именно поэтому я всегда говорю, идентифицируйте тех людей, которые негодяи. Пусть эти негодяи всегда для вас будут негодяями. Каждый раз, видя этого человека или вспоминая об этом человеке, говорите, вот он, негодяй, я его ни за что не прощу. Таким образом, увидите, что если бы весь народ, видя негодяев, произносил это негодяи, и мы им не простим, что они с нами сделали, то эти негодяи не смогли бы быть теми, кем они являются. Ладно, сейчас не об этом. Предметами и все. Но есть еще один нюанс. Когда мы приезжаем в Индию, мы очень, иногда, вернее, не очень часто, потому что сейчас это редко, ну, хотя можно приехать куда-нибудь в Пандичери, или там, в Тирупати, или ну, в какие-нибудь города, которые связаны с религией шиваизма или которые связаны с индуизмом. И увидим там йогов. И иногда у этих йогов мы видим на голове, видим где-то на теле обмотанные четки. Так я хочу вам сказать, что данные четки для них не являются четками, на которые они читают мантры. Или они с этими четками не работают. Почему? А что же это за четки? Вот часто видим на них четки рудракши. Рудракша — это четки, которые связаны с верностью. То есть человек, который одевает на себя четки рудракши, он дает клятву. Он дает клятву, допустим, саньясина, который дает клятву никогда не сходить с поставленной задачи. То есть он дает клятву, допустим, молиться и в своих молитвах упоминать только Кришну, там, Шри Баладжи, Говинду или там кого-либо еще. Там, и он, для него это его сила. То есть, когда он говорит, нет сил больше, может помолиться другому Богу, после этого руки прикладывает к этим четкам и говорит, нет, я верный, и моя верность, она дается мне с помощью вот этой рудракши. И так каждые четки, которые носит на себе йогин, они имеют определенное значение. Там лотос — это геройство, желание быть сильным, достичь чего-то. Черные, ну, как бы отомстить кому-то или достигнуть состояния такого полного отречения и дальнейшего, там, то есть человек, одевая на себя черные четки, произносит себе клятву, что сейчас меня беспокоит в моей жизни то-то, то-то, я считаю, что это является для меня помехой для моего духовного развития, и одевая данные четки, я обещаю себе или даю обет себе полностью устранить и полностью отречься от того, что меня беспокоит. И после этого, когда у него появляется желание, он прикасается к таким четкам и говорит, помогите мне, или там силой моего учителя, или там силой моих знаний, или силой моего посвящения, или еще чем-то. Моя подружка, я в доме, где она жила, и жили ее внуки, снимал помещение, в котором арендовал офис. В этом офисе я находился несколько лет. Эта женщина попросила меня поприсутствовать на свадьбе ее внуков. Когда внуки женились, она наменяла огромное количество, вот целое ведро 10-копеечных монет или там 10-рублевых монет, одним словом 10-копеечных каких-то монет, по-моему, это украинские монеты были. И вот когда муж и жена начали идти и выходили из дома, то она сзади них, прямо им на спину, вылила вот это ведро 10-копеечных монет. И эти монеты, они рассыпались во дворе, их было очень много. Со мной шел мой друг, его звали Арон. Он был не русский мужчина. Завтра у него шаббат. То есть какой национальности можно теперь гипотетически предположить. Когда мы шли с ним, он говорит, я сейчас буду возвращаться, все деньги пособираю. Я ему говорю, не стоит деньги эти собирать, потому что эти деньги — олицетворение тех несчастий, которые должны произойти с этими молодыми. И если ты эти деньги соберешь, у тебя будет очень много неприятностей.
После этого, если детки собирают, то дети своей вот этой искренностью, какой-то внутренней чистотой, они убирают это все. А в случае, если взрослый мужчина собирает с целью нажиться, то он может очень плохо нажиться от этих денег. И вот что произошло. Он приехал и собрал эти монеты. У него буквально через неделю появился сибарейный дерматит на лице, сибарея на голове жуткая в виде коросты. Руки и ноги все покрылись коростой. О чем это говорило? О том, что, скорее всего, он собрал еще и болезни тех близких, которые были вот во время этого вебинара, во время этого обряда, ну, были проведены обряды, а он эти деньги собрал. И после этого у него очень все не получалось. То есть я с ним потом, после этого, где-то 1,5 или 2 года находился рядом, и могу сказать, что жизнь у него просто накренилась. То есть если раньше с ним рассчитывались, перестали рассчитываться, он разошелся с девушкой, которой жил, там начались проблемы со здоровьем и так далее. Я ему все время говорил: зря ты эти деньги насобирал. Он мне потом сказал: да я эти деньги уже выбросил, они мне уже не нужны. А это не имеет значения. Обряд совершен, ты собрал, хоть ты их выбросишь, хоть нет, это не имеет значения. То есть должен кто-то убирать. Это, знаете, как после праздника христианского дать кому-нибудь помыть полы в церкви. Вот тот, кто помоет полы, на несколько лет станет очень больным человеком. И ему будет жутко не вести в жизни. То есть он соберет все горе, которое есть у людей, которые посещали эту церковь. Церковь же может быть эффективной или более эффективной. Поэтому, когда люди входят в церковь, они выбирают такую церковь, где эффективность была еще больше. Так вот, батюшки некоторые об этом знают, находят молодых девушек и после этого просят после праздника какого-нибудь помыть полы. Оля, ты мыла? Ты мыла пол? С дочкой, да? Конечно, вот те неприятности, которые были вами забраны, были забраны у огромного количества людей. Хорошо, что это был не Софиевский собор. Выбрали молодых, потому что считается, а что молодая? Ей ничего не будет, у нее впереди целая жизнь, понимаете? Подсвечники вытирали. Ну, не делайте этого никогда вообще, особенно после Пасхи, потому что вам будет конец. Нельзя никогда соглашаться убирать пол в храмах, мыть полы, вытирать подсвечники и что-то вот такое делать. Это это приведет к жуткому горю. И батюшки, которые просят это, делают это специально, они 100% это знают. Поэтому ехидные такие. И денег не дают, потому что это нужно обязательно сделать бесплатно. А еще, если в этот момент дать человеку конфетку или рассчитаться конфеткой, то у человека забирается энергия денег, и он всю жизнь будет работать за конфеты. Или налить чарочку вина, то он всю жизнь будет работать за чарку, понимаете? Ну не чарочку, а рюмочку, да, правильно? Черная магия. Я всегда говорил, что в церкви... Чтобы выпутаться из иллюзий, старайтесь всегда четко говорить: есть деньги, будем делать. Нет денег, даже не нужно мечтать. Потому что очень часто люди начинают фантазировать. Вот эти элементы фантазии — это проблема многих людей-эзотериков, потому что они начинают фантазировать, придумывать. Но дело в том, что вы забываете, дом строится из кирпичей, а не из фантазий. А кирпичи стоят денег. Именно поэтому, если у человека есть деньги, появляются кирпичи. Есть кирпичи, строится дом. Точно так же и бизнес. Человек говорит: вот я хочу открыть торговый центр. А у тебя есть деньги? Нет, у меня пока это только в планах. Ну нет. Тогда не будет кирпичей, потому что если это вырисовано в твоих планах или вырисовано в твоих иллюзиях, то тогда зачем тебе это давать в настоящем? Ты же и так получаешь удовольствие от того, что это в твоих иллюзиях. Я хочу вам сказать, то, что в ваших иллюзиях, этому, как правило, не суждено сбываться. Почему? Вы удовлетворяетесь иллюзиями, потому что настоящая жизнь, она более физическая. В настоящей жизни нужно на свои силы ориентироваться, нужно стараться или отталкиваться от своих собственных сбережений и так далее. Также хочу вам сказать, что очень много людей, я замечаю их в последнее время, это много людей, которые начинают жить по принципу такому: я могу все сделать, я могу всего достичь, но только до момента, пока они не начинают это делать. Потому что как только они начинают это делать, они понимают, что они и ничего не могут достичь и так далее. Почему? Планку
берут очень высокую. Когда-то я был знаком с одним мужчиной, он был очень полным. И этот полный мужчина все время говорил: у меня такой удар, я и там ордена Ленина, и в прошлом спортсмен и так далее. И потом однажды он поехал вместе со мной на ринг, но я не становился с ним на ринге, а его Виктор звали. А молодой парень такой, наверное, килограмм на 50 меньше его, сказал ему: если хотите, я могу быть вашим спарринг-партнером, если вас это не обидит. И он говорит: да, слышишь, что ты там не тощий можешь вообще, у нас разные весовые категории. Так вот этот тощий его за 2 минуты просто ухайдокал. Не знаю, дошло там до нокаута или нет, но этот человек, который был не готов, то есть он психически был готов, физически нет. Точно так же и люди. Очень часто мы психически готовы к большому спорту, но физически не готовы. Точно так же и в бизнесе. Не ориентируйтесь психически на большой бизнес. Ориентируйтесь всегда на физический бизнес, на что-то более конкретное. У вас нет денег, вы не знаете или не можете вкладывать много, ориентируйтесь с малого. Допустим, там выращивать пророщенную пшеницу, выращивать пророщенные, там закатывать какие-то там какую-то еду, там развозить продукты питания, создавать бизнес, который связан с доставкой пищи и так далее, с доставкой там фармпрепаратов, с доставкой пищи, с доставкой воды, с доставкой пива, ну и делайте вот такие сайты, там что-то такое очень простое создавайте, там подстригать на дому, вырывать волосы на дому, эпиляция, или там услуги юриста на дому и там массаж на дому. То есть старайтесь делать не сразу там салон, в который будут приходить люди и там будет 1000 разных аппаратов стоять. Вы надорветесь, у вас ничего не получится и будет вам очень плохо. Начинайте с услуг, допустим, на дому там пришли и так далее. То есть делайте больше приближенное к земле. Скажите, пожалуйста, у меня всегда проблемы со здоровьем. Что я делаю не так? У человека проблемы со здоровьем возникают, когда у него проявляется, согласно тибетской медицине, гуна, невежество. Это невежество по отношению к себе. То есть человек не любит себя. То есть он специально угнетает себя. Не есть, не расслабляться, обижаться. Второе, чувственная гуна, которая связана с тем, что человек обижается, злится, вредничает. Ну, возможно, внешне он там хороший. И третья гуна, это проявляет злость по отношению к окружающему миру. То есть ненавидит себя, либо ненавидит тех, кто рядом находится, либо ненавидит вообще весь мир. Таким образом, вот эта гуна 3 невежеств, она и является ключевой при появлении заболеваний. Ничего с этим сделать нельзя, становитесь добрым, сможете изменить свою судьбу. Но есть еще один принцип, это принцип 2, вернее, это экология и переедание. Недоедания. То есть есть заболевания переохлаждения, переедания, недоедания, нужно рассматривать еще и их, потому что очень часто человек недоедает или переедает, но этому тоже есть решение. Существует некий такой принцип, который связан с тем, что человек взрослеет, за счет этого он становится больным и так далее. Как можно это все изменить? Есть очень хорошая вот такая идея, вот послушайте ее внимательно. В свое время китайская медицина, рефлексотерапия, она начала обращать внимание на дыхательные ритмы. Еще раз внимательно услышьте, дыхательные ритмы это когда человек активно или быстро дышит, или медленно. И они начали обращать внимание на это. И сказали, что в случае, если человек рождается, то количество дыхательных ритмов у него больше, а если человек становится старым, неправильно. Если человек становится взрослым, если человек взрослеет, поправляется, то он начинает дышать тяжелее. Таким образом уменьшается количество дыхательных ритмов. И они предположили в свое время, что в случае, если человек использует определенные дыхательные циклы для того, чтобы в жизни своей чувствовать себя как молодой человек, ему необходимо на протяжении дня специально увеличивать количество своих дыхательных ритмов или ритмов дыхания. Для этого они придумали некую гимнастику, которая называется 100 вдохов и выдохов. Она выполняется без раскачивания, сидя. Человек должен сесть на край стула или на диване, так, чтобы живот свисал свободно, и сделать выдох, втянуть живот, потом вдох, вытянуть живот. И сделать быстро, насколько он может, не менее 40-50 раз. Делать это необходимо, то на протяжении месяца, даже если вы
плохо себя чувствуете, у вас избыточный вес, вы там еще там, страдаете, болеете, там, чем угодно болеете, даже туберкулезом и гепатитом, если вы начинаете делать вот такие активные вдохи и выдохи, сидя на коне, о том, что она благодарна, действительно, мой такой вот мой совет, жить энергетику и так далее. Лариса Руис. С праздником, спасибо. Иду на марафон 6 с предвкушением чуда. Правильно, оно будет. Вы говорили, что люди после смерти не перерождаются в одном роду. Получается чисто гипотетически все родственники? Да, чисто гипотетически все родственники. И чисто гипотетически у нас у всех одна душа. Так как наша душа является элементом божественным, живущим в человеческом теле, то после нашей смерти мы объединяемся с нашим первоисточником, Богом. Таким образом, во всех нас есть одна душа, и мы все родственники, связанные с Богом. Почему люди хотят как можно дальше от Бога быть? Почему? Они хотят быть как можно дальше от Бога, потому что они считают, что им свобода от Бога может дать счастье, и это не так. Счастье может дать, наоборот, объединение. Вот смотрите, человек считает, что жизнь, допустим, вот у меня есть мужчина, один знакомый, Юра, и вот он говорит мне: Андрей Андреевич, ему уже 52 года, и он говорит: мне легче жить без женщины, потому что я когда захотел, тогда привел, и когда захотел, там пришел домой, хочу там с друзьями пиво пью, хочу на футбол хожу, хочу спортом занимаюсь и так далее. А потом я посмотрел, как он живет, боже, неряшливо, так все гадко, вечно голодный, ест в каких-то ресторанах. Женщины у него редко, потому что он состарился быстро и никому не интересен. Я даже ему помог найти девочку красивую из Молдавии. Говорю: смотри, какая красивая девочка, красивая, маленькая, как тебе нравится. Он с ней пожил, говорит: да, она меня напрягает, нафига мне это нужно и так далее. Я говорю: Юра, ты несчастный. Ты несчастный, ты не умеешь, ты не можешь почувствовать радость. Ведь смотри, когда ты радуешься сам, то это мимолетно. Когда рядом живет кто-то, ты смотришь на него и радуйся. Радуйся утром, в обед и вечером. Есть еще детишки бегающие, хохочущие. Радуешься с ними. Это ж целый дом, как ваза с радостью. Радости целый дом. Это ж так приятно, когда дети растут, когда рядом находится там мама или свекруха или теща. Когда рядом находится, когда есть заботы, можно позаботиться, можно о ком-то подумать. Это ж все так приятно. Это вечный кайф. А когда сам человек живет, какие у него задачи? Ну, с кем-нибудь переспать, а дальше? Ну, переспал это 5 минут, 1 ночь, а дальше? А так можно с кем-нибудь каждый день спать. Каждый день кого-то гладить, каждый день с кем-то обниматься, каждый день о ком-то заботиться. Это ж гораздо приятнее, это ж так часто и так много. Помните о спичках? Зажженная спичка дает, а если много зажженных, еще больше пламя. А так он сосулька, находит какую-то чужую сосульку. И вот они, 2 сосульки друг с другом цокаются и разбегаются. Несчастные, несчастные. У нас на Северном Кавказе в горах чего только нет. И курганы с амазонками, и великая вроде и великанов вроде находили. Друг односельчанин мужа наткнулся на информацию о древней библиотеке, спрятанной в горах. Нашел шахту, по версии вентиляционные приспособления. Нашел дверь, которую собирался вскрыть с группой людей. Накануне очень странно погиб. Вопрос такой: правда существуют библиотеки древних, спрятанных в горах? Правда, я считаю это правдой. Почему не удалось добраться? Потому что обычным людям эта информация не нужна. Если информация, которую дают пришельцы, если информация, которая хранится где-либо в текстах или еще в чем-либо, эта информация есть, но ей не хотят делиться. Почему? Если людям дать сейчас, вот смотрите, если бы в средневековье какому-нибудь царьку дали бы автомат Калашникова и бесконечное количество патронов, чем бы это закончилось? Да он истреблял бы миллиарды людей, всех бы истребил. Угодных и неугодных, потому что это было проще и быстрее. И уже не было бы развития эволюции и цивилизации. Точно так же и сейчас. Если дать там новые витки эволюции, новые какие-нибудь системы эволюционные, то люди, находясь на том уровне сознания, на котором они находятся сейчас, они прибегнут к тому, чтобы это не использовать для развития, а для того, чтобы это использовать для разрушения. В итоге начнут друг друга разрушать. Это сейчас уже происходит, мы просто не понимаем этого немножко. Елена Москалева.
И что ж вы там дальше спрашиваете? Ну вот. Поэтому не нужно стремиться искать эти книжки, их скорее всего кто-то охраняет, поэтому не нужно это вам. Всеми силами пытаюсь заработать и купить квартиру для своих детей и себя. Пожалуйста, скажите, получится ли мне купить сейчас или стоит подождать? Спасибо вам. Очень часто этот вопрос задают мне люди. То есть у человека получается все в жизни, но у него не получается то, что он хочет. С чем это связано? Первое. Когда-то был достаточно молодым человеком таким и решил, что самой заветной задачей и нереальной счастьем для меня было бы стать богатым человеком. И там было 3 идеи. Это там, купить квартиру, это иметь свой автомобиль, там еще что-то. И у меня со временем это очень быстро произошло. И после того, когда произошло, я помню этот год, хорошо начал работать магазин, как-то были там разные идеи, задачи и так далее. И после этого прошло время, где-то 7-8 месяцев я разбился на машине, после чего попал через 1 год или через 2 года в онкологическую больницу, и после чего вот такая длительная история. И к чему я это говорю? Потом поменялись мои идеи, то есть самое важное для меня стало уже не квартира, а самое важное стало для меня это возможность быть здоровым человеком. Уже финансовые такие элементы, они были отложены совершенно другая задача. Вы должны понять, что у человека всегда есть определенная метазадача. Если эта метазадача является колоссальным мегазадачей его жизни, по его мнению, прям недостижимая, прям универсальная, и он от нее получает сумасшедшее удовольствие, а одновременно еще и страдания, то достигнуть такую задачу ему будет чрезвычайно сложно. Почему? Это и есть тот ключ, который заставляет вас страдать и шевелиться, и вы к нему двигаетесь. Поэтому, если человек очень хочет квартиру, у него появится все, кроме своей собственной квартиры. Что нужно делать? Мой совет: отпустите и не хотите квартиру. Живите как живется, накапливайте деньги по чуть-чуть, стремитесь к чему хотите, но не желайте замуж, не желайте квартиру, не желайте чего-либо еще. Просто живите вот таким образом. Поменяйте задачу. Пусть она для вас будет не такой важной и не такой ключевой, как у вас сейчас. Очень часто женщина не может выйти замуж, потому что это мега задача. Вот выйду замуж, а потом хоть умирай. Не выйдете. Вот будет квартира, а потом хоть умирай. Нет, не будет квартиры. Потому что будет квартира, и потом умрете. А вы хороший человек. Вы нужны этому миру. Поэтому отпускайте такие мегазадачи. Не ставьте эти мегазадачи для себя задачами, которые прямо мега, и после них хоть потом умирай. Заработайте, заработайте. Получится, получится, не получится. Именно так нужно отпускать. Говорит, а не получится, проживу без квартиры. Тогда получится. За вашу турботу скажіть, будь ласка, може бути прийняти участь 22 травня моєму синові. Він навчиться в школі, записано, дуже вдячний долі, що познайомилися з вивченням такої мудрої, доброї, талантової, толерантної людини. Дякую за відповідь. Звісно, можна, зазвичай таки да. Приходите обязательно на семинар с сыном, пожалуйста, пусть участвует. Асия Смагулова. А самое главное слово, сколько раз произносите семинара по астралу? Что произносить? Подскажите, как избавиться от состояния, когда на душе скребут кошки. Что это? Совесть. Совесть скребет обычно у человека. Совесть. Нужно покаяться, сказать: те, кому должна, всем прощаю. Никому не должна, ничем не обязана. Если должны, отдайте. И не будет у вас никаких кошек на душе. Все в порядке. Это же ушат грязи, то есть они это выливают. Как на это необходимо реагировать? Я хочу вам сказать, уважаемые друзья. Первое. То, что они говорят, это неправда. Доказать им это невозможно. Первое. Почему невозможно доказать? Для того, чтобы умный человек дураку что-либо доказал, он должен разговаривать с ним на одном языке. И обучить его либо своему уму, либо опуститься до его уровня и разговаривать с ним на его уровне. Так вот, умному человеку бесполезно доказывать что-то дураку, потому что, имея ум, опуститься на уровень дурака невозможно. И, естественно, это самая большая проблема. Поэтому в случае, если вы умный человек, вы дураку доказывать ничего не будете никогда. Почему? Он не поймет.
Это бесполезно делать. Второе, если это говно, которое люди выливают, то тогда оно в свою очередь может меня загрязнить. Поэтому если я на него обращаю внимание и прикасаюсь к нему, то я сам могу быть человеком пахнущим. Поэтому первое, не обращайте на это внимания. Второе, говно может превратиться в навоз. А навоз в свое время может превратиться в самое настоящее удобрение. А в хорошем удобрении проявляются очень хорошие условия для развития чего-то хорошего. Именно поэтому, если на вас льют, если на вас говорят, если против вас ведут, то необращение внимания со временем создаст условия, при котором вы начнете процветать. Главное, не прикасайтесь к этому. И тут сразу же момент: Андрей Андреевич, ну а как же тогда справляться с этим состоянием, которое у меня возникает, когда я слышу эту информацию и начинает она меня раздражать и так далее? Есть эзотерический метод. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе бумаги историю о том, как бы вы им отомстили. Говорю это серьезно, потому что это исключительно психическая проблема, исключительно психологическая. И накапливать в себе вот такую гадость не нужно. Вам необходимо написать статью. Вот, допустим, взяли лист бумаги и напишите статью. Допустим, там есть люди, которые против вас что-то плохое говорят. А вы напишите статью для себя на листе бумаги. Допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать. Потому что они там... И начните писать это. И после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашей нейроидеей. Данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условия, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает. И следующее. Задайте себе вопрос, если вам рассказывают о том, как плохо к вам относится кто-либо на рынке, тогда спросите у того человека, кто вам это рассказывает, для чего он это делает, какую он цель преследует, зачем вам это знать. Жили бы вы себе и ничего ни о ком бы не знали. Кто этот человек? Как пел в свое время, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Помните, в этой песне говорится, что а кто же виноват? Вот тот, кто кричал, тот и виноват. Так что был прав Владимир Высоцкий, когда говорил, что жираф-то ни в чем не виноват, а вот тот, кто попугай, больше всех виноват. Именно поэтому тот человек, который говорит вам о чем-то плохом на рынке и доносит чужие слова для вас, он и является тем попугаем, которого необходимо от себя отставить как можно дальше и больше не заморачиваться. Ну и теперь вы знаете, как к этому всему можно относиться. Вашими знаниями большое спасибо. Скажите, пожалуйста, по вашим методам научилась убирать боль, не знаю, брать ли деньги, обязательно заработаю. У меня очень много или нет. Лечу всех бесплатно. Если лечите бесплатно, дар исчезнет. Поэтому помните, что человек, которого вы полечили бесплатно, это человек, у которого вы забрали эту боль. Тем самым или вылечили эту боль. После этого этот человек становится вашим должником. В случае, если человек становится вашим должником, то чем больше должников, тем больше у вас будет нищета проявляться. Потому что есть правило двоих. Если один должен, а второй тот, кому должны, то тот, кто должен, у него тоже появляются долги. Почему? Это правило двоих. Смотрите, правило проблем — это правило двоих людей. Или бинарные правила неприятностей. Допустим, у меня очень хорошая жизнь. И в моей хорошей жизни всего хватает. И тут в мою жизнь вмешивается человек, допустим, этот человек, его зовут Петя. Он говорит: у меня есть проблема, у меня есть долг, займите мне денег. А у меня не было ни проблем, ни долгов. Я занимаю эти деньги Пете, и теперь это проблема уже двоих. То есть раньше был долг у Пети, а теперь мне должны. У меня же не было проблем, а когда я занял, теперь есть, а Петя отдавать не хочет. Теперь мне надо искать Петю, давить на него и так далее. Это уже проблема для меня, поэтому жить и не занимать легче, чем жить и занимать. Ну вот где-то так.
Знаете, вот смотрите, нам Бог дает по потребностям. Помните, есть такое у Карла Маркса? Что это обозначает? Но потребности, они могут быть такими. Смотрите, я очень чувственный человек, я люблю кошек. После этого мне нравятся кошки, я их жалею. И у меня открытое сердце, я люблю всех кошек и так далее. Но божественная энергия, если так можно сказать, она начинает идентифицировать. А я другой человек, я не люблю кошек. Я не люблю кошек, они в моей жизни не появляются. Почему? Мне их не дают, я о них не думаю, они не появляются. Я за последние несколько лет ни одной кошки не видел. Почему? Я их не вижу, потому что я никак не отношусь к кошкам, у меня аллергия на кошек. Ну и тут сразу же вопрос. Но я люблю свою кошку, я люблю окружающих кошек, мне вообще нравятся кошки. Так вот, теперь я буду кошек находить везде, куда бы ни пошел. Это во всем, это так устроена эзотерика. Если я люблю деньги, если я тянусь к этим деньгам, если мне вдохновляют деньги, я получаю от них удовольствие, они будут попадаться. А если я от них страдаю, они будут исчезать. Если я обожаю кошек, у меня открываются двери и будет много кошек. Понимаете? Если я помогаю всем нищим, то нищие будут меня преследовать. И кто попало, будет постоянно хотеть занять у меня денег, чтобы сделать меня нищими. Почему? Чем больше я буду помогать вот таким людям, тем ближе я к ним буду становиться. Да. Становиться в их ряды. Почему? Потому что я ими восхищаюсь, я им отдаю часть своей жизни. А если я раздаю часть своей жизни, я могу оказаться в их кругах. Айкова. Почему в голове пустот, на душе тоже, а пустота и на душе тоже? Очень нравится, что вы даете. Шумы, точно знаю, работают. Я слушала с мужем, от коронавируса помогло. Потом внучка заболела, тоже включила от вируса. У нее тоже носик сухой был. А вот денег никак не липнут. Тепла нет. Дело в том, что вы сосульки. А почему пусто стало? Сосульки растаяли. Вы уже сделали много работы. Ваша сосулька растаяла. Когда в груди растает сосулька, то появляется ощущение пустоты. Пустота на душе, пустота в голове. И что теперь необходимо делать? Наполнять. Найдите, ради чего жить, ради чего радоваться, ради чего существовать. Находите в малом радостное. Это наполнит вам то место, где есть пустота. Татьяна Куриня. Мне было 5 лет. Бабушка мне говорила, что я вырасту и стану бабушкой. На что я плакала и кричала, что я не буду бабушкой. Могло это повлиять на то, что у меня взрослых сына, а внуков еще нет? Каждый день делайте так. Отпивайте небольшое количество вина из бокала. После этого со словами «Да, бабушка, ты была права, я становлюсь бабушкой». И чуть-чуть выливайте на пол. Или макайте палец указательный и брызгайте. Бабушка, тебе за это благодарность. Делайте так на протяжении 1 месяца. Если это было вашим обещанием, которое вызвало страдания, то откупитесь. Вот нужно сделать столько, сколько раз вы переживали. Как бы бабушке отдадите долг в виде вашей. Почему вино? Потому что это как бы символ крови. То есть вы отдаете кровный долг. Итак, к чему приводят мечты? Обычно, читая и изучая литературу эзотерическую, особенно трансерфинг реальности, который фактически обозначает исполнение или моделирование своей жизни с помощью своих мыслей и образов, некоторые люди начинают думать, что именно так работает данная система. Сегодня я вас хочу разочаровать и сказать, что данная система, она, конечно же, работает и так, но в целом работает по-другому. Каким образом это работает? Я хочу вам сказать, что есть очень много людей, которые пытаются практиковать данные методы и сталкиваются с тем, что у них ничего не происходит. То есть они начинают говорить: скоро у меня будет $1 миллион, вернее, у меня $1 миллион, я богат. Также они используют техники визуализации, представляя, будто у них своя квартира, будто их бизнес развивается, будто вот как у Юлии Булаткиной, допустим, там мужчина появился, она начинает о нем думать и так далее. Как же это все устроено и что же на самом деле кроется в тайне исполнения наших желаний, для чего эти желания существуют и как это все взаимосвязано между собой. Я очень часто произношу во время своих вебинаров и обычно об этом говорю, что концепция
обязательная тайна и тайна, которая работает на 100%, будьте уверены в этом, заключается в том, что с нами происходит не то, о чем мы думаем, а с нами происходит то, что мы чувствуем. И несколько слов об этом. Дело в том, что чувства могут вызывать у человека удовольствие, и чувства могут вызывать у человека удовлетворение. Как или для чего человеку дали вот такие чувства. Когда человек, допустим, удовлетворен, то этого с ним происходить в жизни уже никогда не будет, допустим. Допустим, женщина начинает встречаться с мужчиной, после чего мужчина не звонит, не пишет ей, там, ничего не делает, допустим, там, какое-то время. В этот момент женщина начинает мечтать. То есть первый день она мечтает, как она будет за него замуж выходить, где они будут жить, как он ее будет содержать, как она будет на него рассчитывать и так далее. То есть у нее появляются мечты. Если мечты кратковременные в виде вспышек, то это моделирует то, что с ней будет происходить. В случае, если они кратковременные, в случае, если они жаркие, если они яркие, но в случае, если ее мечты настолько глубокие, что она начинает в них проживать, в этих мечтах, как бы в иллюзию впадает, то после этого может произойти удовлетворение. И тогда, в случае, если удовлетворение произошло от мечтаний, то данная мечта уже никогда не осуществится. Для высших сил, для тех сил, которые создают для нас будущее, для этих сил очень важно, чтобы человек испытал состояние удовлетворения в тот момент, когда он чего-либо добьется. И сознание человеку дано для того, чтобы создавать для него идеи намерений. Но если человек превращает намерения в удовольствие, и эти удовольствия раскручивают, то удовольствие может перерасти в полное удовлетворение. Если вы от того, что вы мечтаете, получаете удовлетворение, знайте, вы 100% этого уже не получите. Так, допустим, если женщина мечтает о мужчине, и ей это приносит удовлетворение, как определить, приносит удовлетворение или нет? Ну, отпускает, по-другому это звучит. То есть она сегодня мечтает. Ну, помечтала, и ей уже хорошо. Помечтала, и ей уже хорошо. То есть удовлетворение получила. В случае, если на второй день помечтала, и ей уже хорошо, то этот мужчина с ней жить не будет. Также, допустим, когда человек начинает создавать бизнес, вот у меня был когда-то, вернее, 3 недели назад я во время вебинара говорил: никогда не начинайте работать с фантазерами. Почему? Дело в том, что фантазеры, они начинают работать так. Допустим, человек говорит себе: так, я хочу этим заниматься. Начинает этим заниматься, начинает делать какие-то действия, а вечером не может успокоиться и начинает продолжать. И это я сделаю, и это, и вот этих людей закажу, и вот такое я придумаю, и этикетка будет такая, и вот туда отправим такие договоры, а потом вот сюда, это станет вот таким и так далее. Смотрите, эти все мечты, они приводят человека к удовлетворению и перегоранию. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы у вас что-то произошло, как можно меньше об этом мечтайте. Не совершайте этих ошибок. Мечтая сильно, мечтая о чем-то долго, вы можете удовлетвориться этим, и это в вашей жизни не произойдет. Если это произошло, то зачем вам вновь это давать человеку вживую, если он удовлетворен уже в своем сознании? Именно поэтому это пункт 1. Никогда не мечтайте подолгу. Если делаете бизнес, раздражайтесь, говорите: отгоняю эти мысли, не мечтайте о сладости того, что еще не произошло, так как это не произойдет. Вы себя фактически глазите. Поэтому старайтесь не мечтать. Если мечтаете, то очень коротко, резко, быстро, прекращая это. Желайте действовать, даже немного злитесь, чтобы это начало происходить. Хитрость. Есть, допустим, очередь.
Это очередь среди людей, которые стоят... Вот я человек, раздающий еду. И передо мной стоят мои знакомые. Все люди, я их очень люблю. И в этой очереди я начинаю раздавать им еду. Допустим, из большой, наверное, кастрюли я насыпаю половником им еду по тарелкам. И один человек бессовестный, он имеет такие же права, как у всех. Но дело в том, что он считает себя хитрее всех остальных и без очереди проталкивается, отжимает всех остальных плечами и так далее. Вот я ему один раз дам, второй раз дам, а третий раз не захочу и скажу: иди, становись в самый конец очереди. И здесь я хочу сказать вот о чем. Любая хитрость очень часто самые нелепые неприятности, самое нелепое невезение, особенно невезение. Поломка автомобиля, подвернули ногу, поломали ногу, там не подписали вам документы, хотя всем подписали. Вот невезение, любое абсолютно мелкое невезение есть следствие проявления хитрости человека. Любое невезение, ставьте тире и пишите хитрость. Бесхитростный человек, везучий человек. Один из элементов уничтожения человеческого везения, уничтожения человеческой фортуны — это хитрость. Очень часто именно хитрым людям меньше везет, чем людям, в общем-то, бесхитростным. Помните об Иване Дураке историю? Он был бесхитростным, но ему везло. А люди хитрые, они обычно делают для себя плохую службу. Им, может быть, схитрить по-крупному, потом не везет 1000 раз по-мелкому. И потом, если это между собой сложить, то где они могли бы заработать или еще что-то приобрести, вот за счет этого уничтожается. То есть у человека как жизнь останавливается. Вот не везет ему и все. Поэтому, если я, допустим, где-то бываю, то я становлюсь в самый конец очереди. И в случае, если я достоял, захожу. И второй раз, если прихожу и там нужно стать с самого конца, я обязательно становлюсь. Почему? Несмотря на все приоритеты, несмотря там на все, что может быть у меня, я все равно становлюсь в конец очереди. Я понимаю, что это идет вразрез понятию, которое называется хуцпа. Тем не менее, хотел бы сказать, что как человек, занимающийся эзотерикой, хитрость ставлю как один из элементов тотального приведения человека к состоянию постоянного невезения моей жизни и детей, которые связаны со мной по крови. То есть, если я хочу быть счастливым человеком, хочу, чтобы моим детям везло с замужеством, с работой, там еще с чем-то, мне нужно прекратить хитрить. Иногда хитрят люди так, там, насыпал кому-то в тарелочку, себе больше. Или там с кем-то рассчитался и схитрил. Дело в том, что это рано или поздно приведет к тому, что будут невезения. И потом человек такой говорит: да не могу устроиться на работу, все покупаю обычно, все дороже. Ну вот что ж такое мне не везет? Не хитрите, вести не будет. Вернее, начинайте хитрить. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица 2-й ступени. Подскажите, финансы не задерживаются в доме, работаем, есть свой магазин косметики, работаю там сама. Муж работает, а финансы не задерживаются, не получается никак товарооборот. В конце месяца по отчету заработок есть, а живем как сквозь пальцы, прошли деньги, хотя что-либо не тратим. Как сделать эзотерически так, чтобы финансы задержались и приумножились? Может, блокировка на финансы у нас есть? Уже не знаем и что думать. Спасибо за ответ. Всего вам самого доброго, вам и вашей семье. Спасибо. Финансы не задерживаются в доме. На этот вопрос тоже есть ответ. Я всегда говорю такие слова. Наши финансы и наша семья, они между собой связаны. Именно поэтому часто холостые, одинокие мужчины или женщины не могут зарабатывать деньги так, чтобы они складывались. Почему? Прообраз нашей семьи — это прообраз аккумулятора. Если есть в семье аккумулятор, такой аккумулятор будет работать и в бизнесе. О чем я сейчас говорю? Смотрите, что заставляет человека прийти домой? Обратите внимание, бежит или бегит ли человек домой после окончания своей работы? Хочет ли человек дома находиться? Насколько человеку комфортно дома находиться, и он наслаждается? Посмотрите, есть ли у человека, который работает, возможность дома отдыхать? Появляется ли от совместного проживания в семье радость внутренняя? Есть ли вот это интимное тепло между мужчиной и женщиной в семье? Если эти качества увеличиваются, и они увеличиваются за счет заботы друг о друге, разговоров и поддержки друг друга, если у человека будет
если у человека будет желание лететь домой на крыльях, если человек стремится домой, вот вчера я ехал и говорю, и говорю шоферу, давай заедем купим сыра, а потом у меня тяга, я хочу домой к жене и детям, понимаете, я говорю, не надо мне никакого сыра, поехали домой, я хочу как можно быстрее доехать в семью. Вот в случае, если такая тяга есть, в случае, если дома нет скандалов, бесконечных выяснений отношений, криков, ругани, выяснений отношений, кто прав, кому что принадлежит, надутых щек, я не знаю, надутых губ. Если дом это выживание, если друг от друга устали и все хотят разбегаться в разные комнаты, знайте, в бизнесе накопления не будет. Почему? Отсутствие уюта в семье блокирует накопление денег от бизнеса. Я хочу еще раз вам сказать, если в семье есть уют, если есть чистота, теплота, поддержка, радость, обнимание, целование, взаимная поддержка, вкусная еда, я не знаю, радость какая-то, которая формируется, или которые там друг друга не воспитывают, а держатся за ручки, тогда эти деньги будут накапливаться. Если дом это место, где проводятся, как они, бычьи бега, корриды постоянно, и вместо один из людей является тореадором, а второй разъяренным быком, то тогда о деньгах в бизнесе можно забыть. Тогда есть смысл расходиться, искать нового партнера и после этого заниматься бизнесом. Я еще раз вам хочу сказать, бизнес и накопление в бизнесе это лакмусовая бумажка хороших отношений и уюта в семье. Вот почему в доме должна лежать красивая скатерть, о чем я все время говорю. Поэтому необходимо кушать с красивой посуды, необходимо держаться за ручки, необходимо даже иногда выпить вина, там вкусный сыр съесть, поиграться с детьми, поизучать какие-нибудь песни или попеть песни, включить музыку, потанцевать. В доме должны находиться цветы, старайтесь делать так, чтобы стены были не облезшими, обращайте внимание на то, где вы живете. Это же очаг, помните, есть такие слова, очаг семьи. Очаг родни, родительский очаг, родительский дом, куда всегда всех тянуло. Посмотрите на успешных людей, зайдите к ним в дом, у них всегда будет приятно находиться. Возьмите людей, у которых нет успеха, которые несчастные, бедные, обделенные, придите к ним в дом, и вы всегда увидите разбитое все. Заржавевший унитаз, облезшие стены и так далее. У меня была такая ситуация, когда-то приехал в съемную квартиру, и мне устраивала стоимость, и после этого я занялся ремонтом, хотя знал, что в этой квартире я буду жить ровно там полгода или год, потому что собирался уехать в другое место. И мне хозяйка говорит: Андрей Андреевич, я вам не заплачу за то, что вы этим занимаетесь. Я ей говорю: это не важно, я это сделаю для себя. Она говорит: странный вы человек. Конечно, странный. Я не хочу жить в сраче. Я хочу жить так, чтобы у меня были мои красивые тарелочки, на мне была чистая одежда, чтобы дети мои были ухожены, чтобы у жены были чистые волосы и хорошо пахло изо рта, чтобы от моих детей хорошо пахло, чтобы дети были все наглаженные, чтобы все было хорошо. Понимаете, это создает уют. А уют в доме или в семье создает в дальнейшем магнит, который и в дальнейшем принесет материальное благополучие. Понимаете? Кто бы не верил в это, начните с этого. Очень рекомендую. Нельзя жить, допустим, в съемной квартире, где там червяки, тараканы, где собаки мимо унитаза какают, я не знаю, в ржавый унитаз, где вокруг все воняет. Нет возможности нанять кого-то, чтобы это делали. Нужно делать это самостоятельно. Закатать рукава и сделать так, чтобы нравилось то место, где ты живешь. Канка. От всех души поздравляю ваших мам с днем рождения. Долгих лет им жизни, счастья большое, иметь таких детей, как вы, с большим к вам уважением. Вам равных нет. Спасибо Богу и вашей маме, и Сониной маме за такую красивую, умную дочь. Счастья вам всем. Дело в том, что мне в моей жизни повезло с моей тещей и повезло с моей женой. Они всегда жили в такой семье, где чрезвычайно и уважительно относились к мужчинам. Прав мужчина, не прав мужчина, плохо поступил, хорошо поступил.
он все равно, они всегда находят возможность сказать, что он все равно молодец. То есть это такая уникальная особенность, когда мужчина немножко превозносится, когда для мужчины мясо дается из кастрюли и не раздается детям. То есть мужчина, попав в такую семью, это мужчины, которые были в их семье, это дедушка, это брат, вот к ним отдельная вот такая, отдельное вот такое уникальное отношение. То есть это уважение к тому, чем они занимаются. Допустим, когда мы переезжали, я говорю, я могу кабинет отдать, и пусть там занимаются, давайте сделаем комнату для детей, то сразу же все вместе начали говорить, нет, кабинет необходим, кабинет необходимость, и там все остальные подвинутся. Почему? Это уважение к моему труду, уважение к тому, чем я занимаюсь, это восхищение где-то. За все время нашей жизни никогда, ни одного раза в своей жизни я не услышал, что мне чего-то нельзя, что-то не нужно открывать, чем-то нельзя заниматься. Я всегда слышу только поддержки. То есть это всегда выглядит так. Мне бы хотелось, говорят, да, мы будем поддерживать, если нужно. И никто никогда не сказал, что бы ни произошло, а часто бывает у предпринимателя шаг вперед и шаг назад. И в случае, если как-то не получалось или там что-то не так выходило, такое тоже бывало в жизни, никто никогда в жизни ни разу никогда в этом не упрекал. Ну что ж, за это отдельное спасибо, низкая благодарность. Внутренне я со своей стороны могу сказать, что тех женщин, с которыми я живу, я их люблю, стараюсь говорить искренне слова любви, стараюсь быть человеком и честным, и верным, и правдивым в отношениях, и в действиях, и так далее. Ну, спасибо, это мало. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В чем смысл, обретя в одной жизни высокий духовный уровень, в следующей родиться в неблагополучной семье с тяжелыми условиями, либо родиться ребенком-инвалидом? Рождаясь в семье алкоголика, наркомана, человек не всегда задумывается о своем предназначении, тем более о возвышении своего духовного уровня. Почему нельзя, сохраняя высокий уровень прошлой жизни, совершенствовать его дальше, рождаясь в хорошей благополучной семье? Это связано с тем, что обычно человек устроен по принципу иня и яня. И яна. Дело в том, что об этом говорил еще в свое время Лао Цзы. И придумал некую систему Дао, которая объясняет все циклы, происходящие на Земле. К чему я это говорю? Когда, допустим, в семье очень плохо, вот смотрите, все начинают ругаться, все злятся друг на друга и так далее. Почему они злятся? Потому что у них жизнь хорошая, сладкая, потому что им не надо, у них нет никаких неприятностей. То есть там много денег в семью с мужчиной и женщиной, мужчина начинает смотреть на других женщин, женщина начинает там искать возможности там изуродовать себя, чем, ну там, я не знаю, там губы делать большие, там делать, ну, не знаю, пластика сейчас есть, или там наоборот худеет. То есть это нормальный процесс богатства. То есть люди становятся немножечко извращенцами, когда они становятся все богаче и богаче. Плохо друг к другу относятся, кто-то вмешивается в семью, им завидуют. А потом это как бы бездуховный рост. И потом у человека или в такой семье случается какая-нибудь неприятность, там забирают деньги или там происходит какое-нибудь событие не очень хорошее, судебное событие, кто-то кого-то задавил на машине. В этот момент вся семья становится прямо сплоченной, друг за друга, сразу же друг друга любят, сразу же друг друга готовы поддержать. Или у кого-то заболевание появилось, сразу же начинают друг друга поддерживать. И тут такой вопрос, что вам мешало это делать до заболевания? До драмы, что мешало быть вот такими близкими друг для друга. И это такая особенность. Если человеку делать хорошую или давать хорошую жизнь, он деградирует от хорошей жизни. А если плохую, он еще более духовно начинает создавать себя. Настоящий бриллиант, его нельзя мягкостью отшлифовать. Нельзя тереть об мягкое полотенце какое-нибудь и сделать из бриллианта что-нибудь. Бриллиант необходимо гранить только об очень твердый предмет, который называется алмазным диском. Ну и, конечно же, это долгий процесс. Естественно, человеку для того, чтобы он достиг высших духовных состояний, ему необходима вот такая гранка. И в каждой жизни, если человек духовно растет, в каждой жизни эта гранка будет все ярче и ярче. Вот так.
Но особенность такого человека заключается в его тотальном везении с самого рождения. То есть, будучи человеком высокодуховным в этой жизни, даже родившись в семье плохой, вы все равно будете находить возможности духовного роста, у вас будет тяга, вы будете с самого рождения более добрым, более везучим. Почему? Прошлые жизни создадут для вас быстрый выход. И будут, конечно, нюансы, но в большинстве своем это врожденные качества не дадут человека подвергнуться насилию, подвергнуться деградации. Такой человек, несмотря ни на что, имеет ярко выраженную, уже врожденную духовную силу, духовное спокойствие, благородство и милосердие. Высокий духовный, как я называю его, статус. Когда, допустим, говорят люди: Андрей Андреевич, что вы можете сказать, почему человек болеет, допустим, можете ли как-то это объяснить? Что это такое? Дело в том, что допустим, смотрите, вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка. Смотрите, когда человек злится на другого человека, что он гипотетически от него хочет? Иногда хочет ли он этого человека ударить? Очень часто, допустим, сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель. И водитель как-то неправильно как-то кто-то его там подрезал и так далее. И он говорит мне, а взять бы и наказать этого человека. И я ему говорю: слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит: в морду бы ему дал, в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно. Что он так нарушает? Побил бы его. Я ему говорю: то есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли, правильно? Он говорит: да. Зачем бы ты его бил? Что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим? Он говорит: да, Андрей Ильич, очень правильно. Он говорит: вы мне это говорите, и мне даже приятно. Я говорю: видишь? А теперь посмотрите, любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит: козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит ну ты урод, и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы кому-то что-то сказали плохое, когда сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками, потому что те люди, которые вам желают зла, они желают вашей боли. И потом у вас развиваются заболевания, которые приводят к тому, что эта боль появляется у вас. Представляете? И вы эту боль, испытывая, выплачиваете тем, кто от вас этой боли хотел. Да, вот так. Но здесь еще такой нюанс. Мне могут сказать, допустим, такие слова: Андрей Андреевич, а как же правители? Допустим, есть такие правители, руководители целых стран, которые запросто убивают людей, которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее. В этом всем нам поможет Библия. Когда вы открываете Библию, вы очень часто читаете в Библии о жертвоприношениях. И эти жертвоприношения — это настоящие религиозные обряды, которые помогают избавиться чужой кровью за ту кровь, которую желает от вас. И часто очень те люди, которые находятся в правительстве, являются руководителями или участвуют в обрядах, и эти обряды, которые связаны с жертвоприношениями. Да, это самые настоящие жертвоприношения крови. То есть называют этих людей, с которыми проводят эти обряды, они могут быть и без крови. То есть это расчленение животных, выпускание крови с посвящением. Пусть те, кто хотел от меня крови, получат эту кровь. Пусть те, кто хочет от меня боли, получат эту боль. Да, это все жестко, но это зато честно. И здесь такой вариант, знаете, если вы не являетесь или это все может быть завуалировано эзотерически, то есть это может быть допустим, с использованием элементов религии. Помните слова: берите тело мое, пейте кровь мою, а что это еще такое? То есть делается так, обращаются к религиозному руководителю. Религиозный руководитель молится за человека, который сделал много гадостей и плохих поступков. И люди со всего мира, допустим, хотят у этого человека его крови, его боли. И этот человек, который религиозный деятель, он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда: пусть вся боль Иисуса Христа и пусть вся боль тех людей, которые шли за Иисусом Христом, всех, и дальше перечисляет таких святых, таких святых и таких святых, пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека
тем людям, которые вот хотят от него боли. Пусть вот эти святые этой болью выкупят, потому что этой боли было много, их жизнь, их святость была не бессмысленным занятием, и эти жизни были на самом деле необходимы, они это знали, это эволюционно необходимо было. Таким образом, как бы происходит выкупание этого человека, именно поэтому люди, которые имеют высшую верховную исполнительную власть, они очень часто дружат с такими людьми, которые могут проводить вот такие реальные обряды, реальные религиозные обряды. Для обычных людей это обычная тайна, но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов, которые есть в христианской религии, и описаны они в Библии. Хочу вот вас заверить, если человек приобретает для себя желание видеть в своей жизни хоть какую-то маломальскую радость и воспитывает в себе эти желания, то в дальнейшем он 100% будет очень счастливым человеком. Нет, не так это работает. Обмануть, забрать, убить, это все не приводит к счастью. Потому что, как сказано было в конфуцианстве в свое время, о неком существе, которое имеет маленькую голову, так как оно не думает, и большое туловище ему всегда мало, это как бы прообраз существующей цивилизации, я могу вам сказать, что хотим мы или нет, путь к высокой духовности или путь к духовному становлению человека, он все равно должен быть путем, в котором человек находит возможность радости, то есть микрорадости. И обучение этому очень необходимый вариант. Сразу же пойдут такие люди, которые начнут говорить, а как нам его научить? Не нужно учить кого-то, начните учить себя, так как человек, который находится рядом с другим человеком, своим примером очень часто показывает и очень часто изменяет того человека, который рядом с ним живет. Почему, если жизнь, согласно философии нашей школы, создана как элемент обучения, то у человека не получается обучаться? Ответ этому звучит так. Все это связано с выводами, которые должен сделать человек. Объясняю, как это происходит. Когда женщина, допустим, живет обычной жизнью, и у нее есть сотрудница, которая очень плохо к ней относится. Эта сотрудница сволочь, я условно скажу. И после того, когда эта сволочь делала очень много гадостей, то женщина переходит на другую работу, и после этого рядом с ней вновь появляется женщина, которая сволочь. Потом рядом с ней в виде подруг появляется женщина-сволочь. Или же там у женщины появляется мужчина, который занимает деньги. Потом появляется женщина, которая занимает деньги. Потом вновь происходит такая же ситуация, у нее вновь занимают деньги. А скажите, у вас такое было? А ведь если жизнь является школой жизни, то тогда что нужно сделать? Обычно люди из-за того, что ходят в христианскую церковь, а также читали или живут по христианской морали, где одним из главных критериев христианской морали заключается в всепрощающем элементе. Кстати, в иудаизме этого нет, потому что там существует другой параметр, который называется глаз за глаз и зуб за зуб. Там ничего никому нельзя прощать. Я с этим тоже особо не согласен. У меня третий компонент. И в этот момент, когда вновь и вновь занимают, то тогда человек должен сделать вот что. Первое, что он должен сделать, он должен понимать, что тот человек, кто у него занял и не отдал, этот человек сволочь. После этого сделать вывод и сказать себе, что я никому не буду деньги занимать, потому что меня занимают и не отдают, потому что такими людьми нельзя связываться. Это вывод. До того момента и после этого отпустить, то есть не мстить, как в иудаизме, не прощать. А у нас происходит так: она у меня заняла деньги, но не отдала, но я ей простила, все, пусть ей пойдет это там на праздники или еще на что-то. Так а зачем нужно было прощать? А человек, если простил, если жизнь концептуал обучающий, то тогда в случае, если человек прощает другого человека, то это в жизни его должно повториться. Почему? Потому что Господь Бог приготовил для него определенную участь, в ходе которой он должен пройти путь, при котором люди занимают у него деньги, и он при этом до того момента, пока он не научится этим людям отказывать, эти люди будут появляться в его жизни для того, чтобы... И он это может сделать только в том случае, если
определит для себя, я не могу этому человеку занять деньги, потому что обычно мне не отдают, и они негодяи, и знают, что это негодяи. Людей нельзя прощать, нужно не прощать, не прощать, нужно просто отвлечься и дальше жить своей жизнью. Таким образом, люди плохие из вашей жизни исчезнут. Не знаю, поняли вы, что я сказал или нет. Зайти в этот чат. Замерз я чуть-чуть. Почему я замерз? Этому тоже есть объяснение. Дело в том, что я замерз, потому что во многом ваши проблемы связаны с бесконечными воспоминаниями. Когда человек бесконечно что-то вспоминает, когда у человека бесконечные воспоминания, когда у человека бесконечные нервные состояния, связанные с тем, что он вспоминает, кто был прав, кто виноват, правильно, неправильно, сейчас, чат, то это может, вот это прошлое, оно может создать подключение к прошлому миру. Сейчас настройка трансляции, неужели чат отключен? Так, изменить. Сейчас включу чат. Чат. Ой, чат. Включаю. Ура. Сохранить. О! Вот, теперь можно мне писать в чате еще и в ютубе. Ура. Потому что очень много людей смотрят. 1126 человек онлайн.